Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Я хочу поделиться с вами своими знаниями и своими опытами вязания шалевого воротника. И покажу вам, как я вяжу самым простым способом эту модель кардигана. Как всегда, я вяжу кардиган сверху вниз, начиная с воротника, переходим к телу кофточки и вяжем без единого шва. Вы знаете, шалевый воротник можно связать, как я, и сверху вниз, и снизу вверх. И еще с этим воротником можно связать в классическом реглане, или с реглан-погоном, или можно вязать плечевой кардиганом. Кому как удобно, так и вяжут. Еще многие вязальщицы вяжут отдельно кардиган без воротника и без планки. Когда закончат, потом они поднимают петли по краю полочки и потом отдельно оформляют воротник и планки. А я вам покажу такой способ, друзья, что мы сначала начинаем оформлять воротник, потом непосредственно переходим к телу кардигана. И с воротника у нас потом пойдут наши планки. Вот видите, друзья, у меня воротник связан платочной вязкой. И я предпочитаю вязать воротник с платочной вязкой. Воротник получается более эластичный, где надо будет растягиваться, где надо будет суживаться, и даст нужную форму для шалевого воротника. Если хотите, можете связать с резинкой 1 на 1. С резинкой 2 на 2. Или можно даже вязать с узором. Насчет ширины воротника, друзья. По желанию тоже можно регулировать ширину воротника. Если хотите слишком широкий воротник, тогда тоже сделайте соответствующие расчеты, и у вас получится широкий воротник. Друзья, на этой модели очень удобно регулировать вырез горловины по переду. И, соответственно, откройте первую петельку для пуговицы именно там, где вам нужно. Если хотите неглубокий вырез, значит вы первую петельку откроете выше. Если хотите глубокий вырез, значит вы можете открыть петлю для пуговки глубже. Не забудьте, для женских кардиганов
Петелька для пуговиц мы открываем на правой полочке, а для мужских кардиганов на левой полочке. И еще, друзья, шалью воротник можно вязать в виде пола. И с этой моделью кардигана, друзья, можно связать и для мужчин, и для детей. Друзья, сперва, как всегда, мы определяем плотность вязания по ширине и плотность вязания по длине. Для этого, для данной пряжи мы определяем спицу, именно какой спицей мы будем вязать, и вяжем образец. Вяжу образец всегда из 20 петель и на длину 10 рядов. И определяем в сантиметрах, измеряем ширину образца и измеряем высоту или длину образца. И в моем случае ширина получается 10 сантиметров, а длина получается 3,8 сантиметров. И, соответственно, мы определяем плотность вязания по ширине. 20 петель делим на 10 сантиметров, и получается у нас 2 петли в 1 сантиметре. И определяем плотность вязания по длине. 10 рядов делим на 3,8 сантиметров. У нас получается длина плотности 2,6 рядов в 1 сантиметре. И потом обязательно измеряем окружности шеи, друзья. У всех по-разному может быть. У кого-то тольше, у кого-то тоньше. Особенно у мужчин более тольше. И просто вот в этом месте шеи определяем окружности шеи. В моем случае получается 39 сантиметров. 39 умножаем на 2. Вот эту цифру. Плотность вязания по ширине. И получается в петлях 78 петель. Друзья, на третьем этапе нашего расчета эти 78 петель мы делим на реглан. Вы знаете, для создания схемы реглана мы всегда общее количество петель горловины делим на 3 части. Здесь точно так же мы делим на 3 части, и у нас получается по 26 петель. И одна часть у нас будет спинка, 26 петель, одна часть будет 26 петель перед, и одна часть 26 петель будет у нас 2 рукава, и получается по 13 петель. И для нашего кардигана, друзья, чтобы начать воротник, нам нужен будет именно вот эта часть этой схемы. Начиная с правого рукава, включая спинку, и включается левая рукава. И вот эта часть нам нужен будет, чтобы начать связать воротник кардигана. И эта часть будет всего 52 петли. Теперь вы знаете, друзья, а воротник мы начинаем именно с середины спинки. Вот здесь. Набираем петли, на правую сторону провяжем до этого регланной линии, потом здесь поднимаем петли и провяжем наш воротник до передней левой регланной линии, и потом мы будем набирать петли здесь, соответствующие по расчету, и будем потом провязывать вот таким образом поворотными рядами. И потом у нас потихонечку будет образоваться передние полочки. И здесь заодно вяжется платочной вязкой наш любимый шалевый воротник. Здесь должно получиться определенной длины воротника.
Для того, чтобы определить, какую длину мы должны вязать на эту сторону и какую длину на эту сторону, мы будем определять вот таким путем. 52 петли мы будем умножать вот на эту стандартную цифру, которую я рассчитала, определила и назвала стандартный коэффициент вязания. И этот коэффициент получается 1,33. И вот эту цифру, друзья, мы применяем во всех размерах, во всех количествах петель для кардигана с шалевым воротником. Поэтому назвала стандартный коэффициент. И когда мы умножаем, мы получаем, сколько рядов мы должны вязать воротник в начале кардигана. Закругленно получается 70 рядов. Это 70 рядов делим на две части. Это на правую сторону сколько рядов и на левую сторону сколько рядов. И у нас получается по 35 рядов. А нам нужно будет обязательно ряды в четном количестве, друзья. Именно обращайте на внимание, должен быть ряды на четном количестве. Добавим одно и получается 36 рядов. Значит, мы на правую сторону воротника вяжем 36 рядов и на левую сторону вяжем 36 рядов, чтобы образовать именно вот эту часть горловины нашего кардигана. Вначале, друзья, еще нам самое нужное желание – это какую ширину мы хотим именно для воротника. Вот здесь определяется вот ширина воротника. Воротник, если хотите, можете сделать поуже. Ну, конечно, не меньше 8 сантиметров. Если хотите, сделайте еще шире. 20-25 даже можно. По желанию, какой воротник хотите, такой воротник можете выбирать себе. У детей обязательно воротник будет поуже. У них даже 6, 7, 8 сантиметров достаточно будет. Вот в моем случае я выбираю здесь 12 сантиметров ширины воротника и, соответственно, на это сделаем расчеты и будем набирать петли на этот размер. В моем случае будет 24 петли. Берем вспомогательную нить другой расцветки и простым способом набираем 24 петли. И с основной рабочей нитью начинаем провязать все петли лицевыми петлями. Поворачиваем нашу работу. Второй ряд. Здесь тоже все петли вяжем лицевыми петлями. Вы знаете, что воротник вяжется платушной вязкой, поэтому и на изнаночной, и на лицевой стороне мы вяжем все петли всегда лицевыми петлями. Первую петлю на спице берем не провязывая, продолжим вязание лицевыми петлями. Последнюю петлю вяжем изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. Вяжем третий ряд. Точно так же, друзья, все петли провяжем лицевыми петлями. Будем посчитать ряды. Вот, друзья, мы закончили одну сторону, правую сторону воротника. И провязали здесь 36 рядов. Очень удобно посчитать, друзья. Когда вот борозды вот так посчитаете, здесь получается 18 штук. Значит, вы закончили здесь 36 рядов. И теперь мы здесь отрезаем нить.
Теперь будем вязать левую сторону воротника. Для этого, друзья, когда вот здесь вот так посмотрите, здесь видно будет головки петельки. Вот эти головки мы проводим на спицу. Получается 23. Мы в конце здесь добавим потом одну петлю. Теперь вот это у нас лицевая сторона. Теперь, друзья, мы будем вязать вот таким образом. Начнем вязание наше вот с этого края. Здесь подкрепим рабочую нить. Мы здесь тоже на этих петлях начинаем вязать платочную вязку. Первый ряд вяжем все петли лицевыми петлями. Этот край горловина будет отворотный край, а этот край будет рукавная и спинная часть горловины кардигана. Начинаем набирать петли для рукава, для спинки и для правого рукава. Продолжим наше платочное вязание. И здесь обязательно отделяем петли воротника и ставим маркировку. Поставим голубую маркировку, что это у нас будет означать начало ряда. И, друзья, здесь будем поднимать петли. Вот видите, вот такие у нас крайние кромочные петельки. Вот такие косички. И здесь очень удобно поднять петли. Вот этих косички петли, друзья, мы будем вот так поднять обе стенки. И будем провязывать петли. Захватываем обе стенки и поднимем петли. И поднимем всегда лицевые петли. Опять в следующую петлю заходим, подняли еще одну петлю. Когда поднимем 2 петли, добавим 1 накид. Опять поднимем 2 петли. Опять добавим накид. Поднимем 2 петли, добавим 1 накид. Вот таким образом, друзья, мы будем чередовать. Подняли 2 петли, добавили 1 накид. Левой стороны воротника мы должны поднять 26 петель. Если у вас получится больше или меньше, ничего страшного, вы только будете подровнять на 26 петель. Вот на этой стороне тоже добавили 26 петель. Теперь здесь тоже отделяем петли воротника. Поставим красную маркировку. Продолжим наше вязание платочной вязкой. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, мы на изнаночной стороне петли воротника вяжем до красной маркировки лицевыми петлями. Петли до голубой маркировки вяжем изнаночными петлями. Добавленные накиды провяжем скрещенными изнаночными петлями. После голубой маркировки до конца петли воротника вяжем лицевыми петлями.
и поворачиваем нашу работу, и мы с вами здесь увидимся.